Друзья, всем привет! Зовут меня Степан. С удовольствием делюсь с вами проектом, который находится у меня за спиной. Год назад ровно мы установили камин, то есть он здесь год прожил и приехал вот его наведать. За моей спиной крыша коричневого цвета. И посмотрите, даже не коричневая, а такая рыжая. Это такой первый наш опыт попасть в RAL с дымоходом Шидель Перметр. Посмотрите, он практически идеально. Камином пользуются часто, ну так со стороны не скажешь, но как он выглядит внутри, что с ним стало через год, сейчас вам все покажу. Вот он, называется эта модель Rise Pilar, флагман. Дорогая печка, фантастически красивая. Я очень надеюсь, что она по-прежнему будет доступна или доступна в скором времени для заказа. Пока давайте просто посмотрим и просто наслаждаемся. 1,80 м по высоте камин. Центральный камин, он так и задумывался изначально и должен открывать огонь во все стороны. Но помимо того, что у него, ну, наверное, рекордный радиус стекла, смотрите, он со всех сторон, даже сейчас в коридор выйду. Печка еще и вращается. Вот с этой стороны кухня, и хозяйка очень хотела во время готовки или когда она где-то сидит за барной стойкой, чтобы можно было посмотреть на камин. Не очень часто пользуются, но пользуются. Функция все-таки востребована. Видите, есть прям несколько зон. Ну, во-первых, вот эта зона барной стойки. Есть диван, где постоянно находятся люди. Ну и есть стол обеденный, такой полноценный, поэтому камин, в общем, разворачивают. Стоящая вещь. Не очень часто встречается, когда камин вот так стоит по центру. И многие, когда выбирают камин, который разделяет пространство, предпочитают строить короба большие с топками. Ну, знаете, кто подписан на канал, что я большой фанат всяких классных, интересных интерьерных печей. Видите, есть вот такое решение. Есть, к слову, и такое относительно недорогое решение, которое будет точно дешевле, чем двухсторонняя топка с коробом. Так что, если актуально, друзья мои, то, конечно, обращайтесь. Так, несколько слов про Rise. Это такой датский производитель, прям флагман, как местные называют его Rolls-Royce среди каминов. Очень крутой дизайн. И если разбираться, если долго погружаться в тему, то станет ясно, что у Rise действительно очень сбалансированный дизайн. Это уже обновленная версия Pilar, была она немножко пониже, сейчас и вообще выпускалась там в двух версиях, сейчас высота всего одна. Вот, кстати, очень интересная штука. Бусел. Это аист по-белорусски. Вот он летает вокруг печки. Что еще нужно знать? Ручка, которая не греется, ровно как я люблю. А еще вы обратите внимание, что нет совсем никаких регулировок вообще. Печка работает сама, работает всегда вот в таком режиме, поддерживает один и тот же режим, эффективный. Чуть-чуть помыли стекло, ну совсем немножко. Ну, мы бы могли его почистить огнем, но времени у меня просто на съемку не очень много, а сейчас лето, и топить камин, ну так, на всю Ивановскую не очень хотелось. Поэтому, буду честен, стеклышко я немножко протер. Но это никого не напрягает. Топочная камера, посмотрите, абсолютно совершенно чистая. Это спустя год. И люди пользуются часто. Даже летом. Спасает кондиционер, который висит вот там. Ну, правда, бывает так, что вы подсаживаетесь на камин, и чтобы его летом топить, да, нужно или открывать окна, или включать кондиционер, как здесь. Перчатки тоже приобрел заказчик. Почему это важно? Потому что, когда вы открываете дверцу, а там большой жар, то для того, чтобы подбросить поленца, лучше использовать как раз перчатку. Так что совет пригодился. Это уже заказчик по опыту мне сказал. Очень высокое качество стали.
сталь или чугун? Вдруг еще у кого-то есть вопросы. Конечно, сталь. То есть, если вы не собираетесь использовать камин как единственный источник отопления, то смело выбирайте сталь. Ровно ничего не случается с материалом. Сделана из хорошей шведской стали. Идет она под маркировкой Inox, то есть там с добавлением хрома. Поэтому я думаю, что температура окаленного образования у нее достаточно высокая. О, это просто космос. Как горят эти печи, как горит пилар. Он уже появлялся у меня в обзорах, наверное, раза два так точно. Еще хочу обратить внимание, что у пилара двойное стекло. То есть здесь стекла сразу два. Двойную функцию это выполняет. Значит, во-первых, повышает температуру на внутреннем стекле, благодаря чему оно быстро и эффективно очищается во время горения. А второе, рядом с печкой можно более-менее комфортно находиться, потому что если бы стекло было одно, надо было бы отодвигаться совсем далеко. Но если вы, как и заказчики здесь, любите посидеть у огня, то в какой-то момент станет жарко, а здесь печка расходует минимум дров и при этом очень комфортно, умеренно обогревает. Цвета у пилара могут быть разные. Черный, платинум, белый. Ну, есть там еще кое-какая экзотика. Здесь выбрали платинум. Это такой темно-серый цвет. И он более-менее подошел к шиделю. Не стали мы перекрашивать шидель вот здесь внутри. Шидель перметр. Остался он серый. Вот они подошли почти идеально, дополнили друг друга. Посмотрите, помните, да, что на крыше у нас рыжий дымоход. И мы красили половинку трубы, то есть отдавали в полимер, рисовали, в общем, рисочку и красили верхнюю часть, нижнюю оставили вот так вот серой. Давайте еще раз посмотрим, как это все вращается. Ручки у пилара можно выбрать разные. Вот это базовая, она дубовая, деревянная дубовая ручка, да. Она не нагревается, точнее она остается вот буквально теплой. Класс, бесконечно, конечно, можно вращать. Дрова можно различные. Ну, я привык 20-25 сантиметров, видите, я их укладываю в камере горения горизонтально. Но в целом, если у вас 30-40 сантиметров дрова, можно, наверное, до полтинника, но я бы не рисковал, чтобы не попали они на стекло. Но до 40 сантиметров можете просто опирать на заднюю стенку. Друзья, не будет сегодня больше никакой технической информации. Просто покажу, как роскошно горит печь. Отпусти свои чувства, жизнь это искусство, умение быть собой, вне рамок и вкусов. Здесь множество плюсов, и это возможно, но собрать себя заново мозаика сложная. В мире войн и торговли наши современники выбивают непокорных камнями в истерике. Не открою Америки, нам диктуют законы Евгеники, но только хватит о них. Давай о том, что касается нас с тобой. Мы зажигаем огонь в этой слепой темноте, и с нами идут только те, кто уверен, что выше всего любовь. Это у нас в голове и в линиях на руке. Мы в этом живем, и в этом мы верим, и это зовем судьбой. Свобода приходит, когда больше нет сомнения. Голос вселенной не может дойти до глухих ушей. Ошибки и промахи — это не преступление. Важно решение. Важное решение, к чему ты хочешь иметь отношение. Несешь ты в этот мир добро или злобу и искажение. Ходишь по коврам лжи или создаешь движение. Ведь каждый новый день — это день твоего рождения. Даже змеи меняют кожу, люди меняются тоже. Стыдно таскать за собою мысли ничтожные. Эта жизнь нам дана для подвига, так что, бро, подытожим. Сколько всего интересного ожидает нас с тобой.
Ну что, лицо немножко красное, но печка прекрасная. Жарко просто очень. Ничего не произошло с печкой. Все прекрасно. Что год назад, что сейчас. Еще и распробовали ее заказчики. Прислали мне прекрасные фотографии и видео на Новый год. Очень приятно. Спасибо. Очень люблю это дело. Сколько обходится такой проект, я, конечно, с удовольствием вам посчитаю. В Москве, в Минске, в Санкт-Петербурге. В Беларуси мы, в принципе, работаем по всей стране и монтируем. В России, если куда-то мы не можем доехать и смонтировать, то, возможно, порекомендую вам каких-то монтажников на месте. В общем, со своими проектами и бюджетами обращайтесь, стучите там во все возможные социальные сети. YouTube, Instagram. WhatsApp, там внизу в ролике будет мой номер, я вам, конечно, с удовольствием все посчитаю. Но меня по-прежнему зовут Степан, и я знаю, какой камин подойдет конкретно вам. Всем счастливо, пока.